Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана, и вы находитесь на канале о рукоделии. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И в этом видео будет подробный мастер-класс по вязанию вот такого комбинезона. Комбинезон связан спицами, регланом сверху. Вязание начинается от капюшона. Сначала выполняется вот такая кулиска, в которую потом можно продеть шнурочек. Капюшон выполнен в форме гномика. По затылочной части выполнен шов петля в петлю. Также здесь выполнена цельновязанная планочка. В ней я сделала 4 отверстия для пуговицы. Затем выполняла вот такую я ластовицу, вот такой формы. Довольно удобно. Здесь получается есть место для памперса, большой запас. И вот так выглядят сами штанинки. Комбинезон вяжется очень просто. Вот такой симпатичный и очень простой узор я здесь применила. Комбинезон связан из пряжи Alize Baby Best. Так что это комбинезон не зимний, а скорее такой вариант на прохладное лето, начало осени. И если вам приглянулась данная модель, пожалуйста, оставайтесь, вяжите вместе со мной и приятного вам просмотра. Для вязания данного комбинезона я использовала пряжу Alize Baby Best. Это по составу 90% акрила, 10% бамбука, 240 метров на 100 граммов, номер цвета 344. Также расход пряжи составил 230 граммов на все изделие. Комбинезон связан на рост 62 сантиметра, чуть меньше, чуть больше. Все мерки и параметры будут представлены в течение видео. Вязание комбинезона я буду начинать с капюшона. Для того, чтобы связать капюшон, мне необходимы следующие мерки. Обхват лица 42 см, высота капюшона 38 см и глубина капюшона 36 см. Это полная высота. На выкройке представлена половина капюшона, половина изделия. Обхват лица измеряется фактически овал лица. Высота капюшона измеряется от ключицы через макушку до второй ключицы, а глубина капюшона измеряется от середины одного глаза через затылок до середины другого глаза. Плотность моего вязания согласно образцу, который я связала из той пряжи, которую я буду вязать, и спицами номер 4,5, которыми я буду вязать основное полотно, составляет в 1 сантиметре 2 петли и в 1 сантиметре 3,3 ряда. Для того, чтобы рассчитать наборный край капюшона, я умножила обхват лица на мою плотность вязания. Это составило у меня 84 петли. Для начала я вывяжу кулиску, поэтому буду использовать спицы на полразмера меньше, спицы номер 4. После того, как я вывяжу кулиску, мне необходимо будет убавить некоторое количество петель, чтобы выйти на высоту моего капюшона 19 сантиметров. Также я провяжу определенное количество рядов в глубину капюшона и выполню вот такую вот макушку в виде гномика. Здесь также представлена схема моего узора. Раппорт узора составляет 5 петель и 2 ряда. Изнаночные ряды все изнаночные петли, а в лицевых рядах 4 петли лицевые, 1 петля изнаночная. Макушку я буду вывязывать укороченными рядами и в конце выполню шов петля в петлю, либо же можно будет выполнить шов при помощи 3 спиц, либо с помощью крючка, как вам будет удобно. Для вязания капюшона необходимо набрать 84 петли. Набирать я буду на спицу номер 4,5 и временным набором буду набирать. Для этого мне понадобится нить основная и нить дополнительная. Желательно, чтобы они были одной толщины приблизительно хотя бы и контрастного цвета. Располагаю вот так нити на пальцах. Нить дополнительная на большом пальце, нить основная на указательном пальце. Вот так их располагаю и набираю самым обычным способом длинный хвост, как обычно мы набираем. Если у вас на спице образуются петли нитью основного цвета, а внизу кромка нитью дополнительной, значит вы все делаете правильно.
Итак, набираю 84 петли. Теперь беру спицы номер 4, также круговые, и первый ряд провязываю все петли изнаночными, включая кромочные, и первую, и последнюю, провязывая все петельки изнаночные. И теперь дальше на спицах номер 4 я буду продолжать вязать лицевой гладью 12 рядов. Это будет кулиска. Лицевой гладью, это значит, в лицевых рядах я провязываю лицевые петли, в изнаночных рядах изнаночные петли. Кромочные провязываю следующим образом. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И так в каждом ряду. Вот сейчас у меня первый ряд лицевой, я провязываю следующим образом. Первую петлю снимаю, далее вяжу все петли лицевые, последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. В изнаночном ряду первую петлю снимаю, все петли провязываю изнаночными и кромочную последнюю также провязываю изнаночной. Всего мне нужно провязать, напомню, 12 рядов. Это первый. Я провязала 12 рядов. Если считать с установочным рядом, то общее число рядов составляет 13. Теперь мне необходима еще одна пара спиц номер 4. И я буду переносить на нее петли с наборного края. Вот здесь у меня наборный край. Здесь нить контрастного цвета. И я буду постепенно распускать ее. А петли надевать на спицу. Итак, я пересняла спицы с наборного края, вернее петли с наборного края на спицу. Теперь вот так вот складываю полотно. Изнаночной стороной вовнутрь, лицевой гладью наружу. И теперь буду провязывать по 2 петли вместе, формируя кулиску. Так, петлю с первой спицы и со второй спицы провязываю вместе лицевой. И снова подхватываю петлю на одной спице, на другой спице и провязываю вместе лицевой. И так до конца ряда. Итак, кулиску я сформировала. Дальше мне необходимо вязать основное полотно капюшона. Основное полотно я буду вязать на спицах номер 4,5. Поэтому беру спицы номер 4,5 и провязываю первый ряд изнаночными петлями. Кромочную снимаю. Первую, последнюю буду провязывать изнаночной. И провязываю спицами номер 4,5 все петли изнаночные. Это будет изнаночный ряд. Итак, четверочка спицы мне не понадобится. Дальше буду вязать на спицах номер 4,5. И теперь у меня уже начинается основной узор. Раппорт моего узора составляет 5 петель. У меня на спицах 84 петли. Минус 2 кромочные, это 82. И получается, что 2 петли у меня лишние. Поэтому я буду провязывать следующим образом. Распределю узор, вернее, следующим образом. Первую петлю снимаю как кромочную. Далее вяжу 3 петли лицевые. Следующую петлю провяжу изнаночной. А теперь буду вязать раппорт узора. Раппорт узора состоит из 4 лицевых петель. 1, 2, 3, 4. И 5-я петля изнаночная. И так буду повторять до конца ряда.
4 лицевых, 1 изнаночная, одна изнаночная, и так до конца ряда. В конце ряда 4 лицевых, 1 изнаночная, и остается у меня 3 лицевых. Кромочную провязываю изнаночной. Разворачиваюсь и вяжу следующий ряд, это изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, остальные все петли изнаночные. Кромочная также провязываю изнаночной. И вот эти вот два ряда буду повторять при вывязывании моего узора. То есть раппорт узора составляет 2 ряда. Во втором изнаночном ряду узора я не довязываю кромочную петлю, просто переснимаю ее на спицу. Разворачиваю вязание. И теперь у меня лицевой ряд, это третий ряд узора. Здесь мне нужно будет в начале ряда убавить 1 петлю. Кромочную я снимаю на правую спицу и протягиваю следующую петлю через кромочную. Таким образом я убавила 1 петлю в начале ряда. Дальше я вяжу, соблюдая рисунок, только здесь уже в начале у меня 2 лицевые, 1 изнаночная. И так вяжу до конца ряда, соблюдая раппорт узора. 4 лицевые, 1 изнаночная. В конце ряда 4 лицевые, 1 изнаночная, затем 3 лицевые, и кромочную я не провязываю, а просто переснимаю ее на правую спицу. Разворачиваю вязание. И теперь у меня снова изнаночный ряд, это 4-й ряд узора. Кромочную петлю я снимаю и протягиваю через нее следующую петлю. Теперь вяжу все петли по рисунку изнаночными. В конце ряда кромочную снова не провязываю, просто переснимаю ее на правую спицу, разворачиваюсь. И теперь буду вязать снова лицевой ряд. Таким образом я сократила по 1 петле в начале каждого ряда с каждой стороны. Всего мне нужно будет убрать с каждой стороны по 4 петли. Буду вязать таким же самым образом, повторяя предыдущие 2 ряда, пока не сокращу 4 петли в начале и 4 петли в конце ряда. Я выполнила все убавки. Теперь у меня на спицах 76 петель. В общей сложности вместе с установочным рядом я провязала по прямой 11 рядов. И теперь мне осталось вывязать без каких-либо изменений по прямой. Теперь у меня узор начинается с 4 лицевых петель и заканчивается также 4 лицевыми петлями. Глубина моего капюшона составляет приблизительно 15 сантиметров. После рядов с убавками, в общей сложности здесь 11 рядов, я провязала 30 рядов без каких-либо изменений, соблюдая раппорт узора. Всего в полотне 30 плюс 11, 41 ряд. После того, как я вывязала капюшон на нужную мне глубину, я должна выполнить макушку. Макушку я буду выполнять в форме гномика. Для этого мне необходимо общее количество петель для капюшона разделить на 4 части. 2 из них я оставляю посередине, это центральные части, без каких-либо изменений. А по крайним частям буду выполнять укороченные ряды, чтобы сформировать вот эту макушечку гномик. Делю я эти петли следующим образом. Здесь будет 4 точки разворота в каждой части. Буду захватывать по 4 петли 4 раза и последний раз 3 петли. И у меня сформируется макушка гномик. Затем провяжу 2 заглаживающих ряда и закрою петли. Теперь я буду формировать макушку. Для этого я буду вывязывать укороченные ряды. Я провязала лицевой ряд. Буду считать его первым рядом.
не довязывая 19 петель до конца ряда. Здесь я остановилась, и теперь мне необходимо провязать 4 петли, 1, 2, 3 лицевые и 4 петля изнаночная. Остальные петли я не довязываю, разворачиваюсь и вяжу в обратную сторону изнаночный ряд. Первую петлю я переснимаю на спицу на левую и, подтягивая за рабочую ниточку на себя, формирую сдвоенную петлю. Вот так она выглядит. И теперь вяжу изнаночные петли, не довязывая 19 петель до конца ряда. Осталось у меня 19 петель. 4 я провязываю из них изнаночными. 1, 2, 3, 4. И разворачиваю свое вязание, не довязывая остальные петли. Развернула вязание. Первую петлю снимаю на левую спицу и, подтягивая за рабочую ниточку на себя, таким образом формирую сдвоенную петлю. И вяжу дальше, соблюдая рисунок, до сдвоенной петли в конце ряда. Можно, конечно, пересчитывать петли, чтобы не ошибиться, но я думаю, сдвоенную петлю вы не пропустите, ее видно сразу же, вот она у меня. И здесь мне нужно провязать ее по рисунку изнаночной. Я подхватываю ее за задние стеночки. Здесь у меня, видите, такая тоже сдвоенная петля, поэтому важно не ошибиться, подхватить все стеночки и провязать изнаночной. И снова я провязываю 4 петли по рисунку. 1, 2, 3, 4. Это у меня 4 лицевых. Оставшиеся петли не довязываю, разворачиваю вязание и приступаю к вязанию изнаночного ряда. Первую петлю снимаю и подтягиваю от себя за рабочую нить, формируя сдвоенную петлю. И теперь вяжу все петли изнаночные до сдвоенной петли в конце этого изнаночного ряда. Я дошла до сдвоенной петли, и точно так же мне нужно провязать ее изнаночной за задние стенки. Провязала, и теперь 4 петли следующие провязываю изнаночными. 3, 4. Оставшиеся петли не провязываю, разворачиваюсь и теперь вяжу лицевой ряд. Первую петлю снимаю и, подтягивая за рабочую ниточку на себя, формирую снова сдвоенную петлю. И далее вяжу, соблюдая раппорт узора, 4 лицевые, 1 изнаночная, до сдвоенной петли в конце ряда. Вот ее сразу же видно, вот она, сдвоенная. Я дошла до сдвоенной петли, и здесь мне нужно по узору провязать ее лицевой. Я подхватываю за передние стенки обе вот эти полупетельки, которые у меня есть, и провязываю их лицевой. И следующие 4 петли мне нужно провязать по узору. Здесь у меня изнаночная, 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная, 3 лицевые, 4 петли. Разворачиваю вязание. И в изнаночном ряду снова первую петлю снимаю, подтягиваю за рабочую нить от себя, формирую сдвоенную петлю и теперь вяжу изнаночными петлями до сдвоенной петли в конце ряда. Вот моя сдвоенная петля. По рисунку мне нужно провязать ее изнаночной. Подхватываю вот так за задние стеночки и провязываю изнаночной. И следующие 4 петли провязываю изнаночной. 1, 2, 3, 4. Снова разворачиваюсь. Это у меня лицевой ряд. Так. Первую петлю снимаю, подтягивая за рабочую нить на себя, формируя сдвоенную петлю и вяжу, соблюдая рисунок, раппорт узора, до сдвоенной петли в конце ряда. Я дошла до сдвоенной петли, ее нужно провязать лицевой за передние стенки. И еще 4 петли провязываю по рисунку. Лицевая, изнаночная, это 2, и еще лицевая и лицевая. Не довязывая оставшиеся 3 петли, разворачиваю вязание. И теперь изнаночный ряд. Первую петлю я снимаю, подтягиваю за рабочую нить от себя, формируя сдвоенную петлю. И теперь вяжу все петли изнаночные
до сдвоенной петли в конце ряда. Сдвоенную петлю провязываю изнаночной за задние стеночки и еще 4 петли провязываю изнаночными. 3 петли остаются, разворачиваю вязание, и теперь у меня лицевой ряд. Первую петлю снимаю, подтягивая за рабочую нить на себя, формирую сдвоенную петлю, и теперь вяжу по рисунку до сдвоенной петли в конце ряда. Сдвоенную петлю провязываю лицевой, подхватывая за передние стеночки, и оставшиеся 2 петли провязываю лицевой, кромочную провязываю изнаночной. Разворачиваюсь и теперь вяжу, как обычно, изнаночный ряд, соблюдая раппорт узора. Это у меня все петли изнаночные, кромочная первая снимается, последняя провязывается изнаночной. Сдвоенную петлю в конце ряда также нужно будет провязать изнаночной за задние стеночки. Глубина капюшона 18 сантиметров, и теперь необходимо либо сшить вот тут сзади петля в петлю, либо закрыть методом 3 спиц или с помощью крючка. Для этого необходимо разделить петли пополам. У меня 76, значит по 38. Отсчитала 38 петель, сложила вот так леску, подтянула спицы. Если закрывать с помощью крючка, то необходимо это выполнять по изнаночной стороне. То есть мы складываем лицом вовнутрь, изнанкой наружу. Беру крючок, желательно того же размера, что и спицы. И снимаю сначала петлю, которая у меня вот без рабочей нити, на крючок, а затем беру петлю, от которой идет рабочая нить. Вот. И протягиваю вторую через первую. Одну петлю закрыла. Дальше снова нужно подхватить петлю с этой спицы и петлю со второй спицы. Провязать их вместе и также провязать через третью петлю. И так далее. Закрываем, провязывая по одной петле с каждой спицы и протягивая через петлю на крючке. Вот такой способ закрытия. Чтобы сшить швом петля в петлю, необходимо действовать следующим образом. Игла нужно отмерить, во-первых, нить приблизительно 3 длины вашего места соединения и при помощи иглы сшивать. Для начала нужно запомнить, что работать с одной петлей нужно будет дважды. Сначала она входит сверху вниз, потом снизу вверх в одну и ту же петлю. Смотрите, вот у меня петля, я ввожу в нее нить, вернее иглу сверху вниз, и потом следующую снизу вверх. Подтягиваю ниточку, и эту петлю я снимаю. Теперь я работаю с другой стороной. Здесь у меня петля, которую я уже прошила один раз. Вот она. Я ввожу иглу сверху вниз и следующую петлю сразу же снизу вверх. И сбрасываю эту петлю. Теперь возвращаюсь к этой петле, которая у меня ближе ко мне. Ввожу иглу сверху вниз и в следующую на спице снизу вверх. Подтягиваю ниточку аккуратно и сбрасываю петлю со спицы. И работаю с другой стороной. Ввожу иглу сверху вниз в петлю, которую я уже провязывала, вот, и снизу вверх. Не провязывала, прошивала. И снизу вверх. Следующую петлю на спице. Петлю со спицы снимаю. Перехожу на эту сторону. Ввожу иглу снизу вверх и следующую петлю сразу же на спице снизу, сверху вниз и снизу вверх. Вот таким образом подтягиваю.
И здесь снова сверху вниз и в петлю на спице снизу вверх. И сбрасываю петлю со спицы и так далее. И в конце таким образом. Так, я вывела нить наизнанку. Теперь здесь необходимо закрепить и спрятать ниточку. Вот такое соединение получилось. Когда я применила шов петля в петлю. Капюшончик выглядит вот таким вот образом. Капюшон связан. Для того, чтобы дальше вязать комбинезон, мне необходимо произвести следующие расчеты. Мне понадобится мерка, окружность шеи. У меня она составляет 24 сантиметра. Умножаю на плотность своего вязания. Получается, что для горловины мне необходимо набрать 48 петель. Однако необходимо учитывать также, что у меня будет по переду изделия планка. Точнее, это будет две планки, они будут идти внахлёст друг на друга. Поэтому к этому количеству петель мне необходимо прибавить петли одной планки и также 2 кромочные петли. В результате я получаю 58 петель, мне нужно набрать для горловины. Также мне необходимо рассчитать, какое количество петель я наберу именно по капюшону. Потому что я не буду набирать петли по кулиске. Вот здесь у меня будет, здесь у меня есть отверстие, сюда я буду вставлять шнурочек. И я наберу петли вот здесь по кромочным, по нижней части капюшона, по кромочным. А петли на планку изделия я добавлю в начале и в конце. Поэтому я их вычту от изначального количества петель. То есть от 58 петель мне нужно отнять петли двух планок и кромочные. Вот получается, что с одной стороны у меня будет кромочная 8 и с другой стороны кромочная 8. Поэтому получается, что я должна набрать 40 петель по нижней части комбинезона. Кулиску я не трогаю, буду набирать вот отсюда, на петли, на спице, вернее, номер 4,5. Для того, чтобы набрать петли по кромочным нижней части капюшона, можно воспользоваться крючком. Я сразу буду набирать на спицу. Кулиску я не трогаю, вот эти петли. Начинаю вот сразу же с кромочной от полотна. Беру спицы номер 4,5. Основные мои спицы и рабочую нить. Оставляю небольшой хвостик и просто за 2 кромочные вот так вот провязываю, формируя петли на спице. Не пропускаю никаких кромочных, каждую кромочную подхватываю и формирую из нее петельку. Итак, я набрала петли, у меня получилось 46 петель. А мне необходимо 40 петель, поэтому 6 петель я сокращу. В этом изнаночном ряду я буду провязывать каждую 6-ю и 7-ю петлю вместе изнаночной, чтобы сократить лишние петли, 6 петель. Также, смотрите, я буду провязывать, первую петлю снимаю, дальше буду провязывать изнаночные, но буду провязывать изнаночные скрещенные, чтобы не было вот тут вот некрасивого прорех таких с лицевой стороны, поэтому провязываю изнаночными скрещенными. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь 6-я, 7-я я провяжу вместе их изнаночной. Здесь уже не скрещенной, а обычной.
И снова 5 изнаночных. Раз, два, три, 4, 5, шестую и седьмую вместе изнаночной за передние стенки. И так дальше до конца ряда. В конце ряда после шестой убавки у меня осталось 4 петли на спице. Я провязываю их также изнаночными скрещенными. Раз, два, три. Кромочную также провязываю изнаночной 4. Все, хвостики все подтягиваю. И теперь мне необходимо набрать 9 петель для моей планки. Это можно набрать следующим образом. Просто вы рабочей нитью вот так формируете петлю и набрасываете на спицу. И таким образом вы набираете 9 петель. Я наберу при помощи крючка. Для этого мне понадобится крючок того же размера, что и рабочая спица. Последнюю петлю я переодеваю на крючок. Вот таким образом располагаю инструмент. Беру рабочую нить и набрасываю вот так на спицу. Затем крючком протягиваю через петлю на крючке. Одна петля, снова набрасываю на спицу, подхватываю крючком и протягиваю через петлю на крючке. Вторая петля. И так далее поступает. Третья петля. Четвертая петля. 5. 6, 7, 8 и последняя 9. И также переношу петлю с крючка на спицу. Таким образом. Вот я набрала петли для планки с этой стороны. Теперь разворачиваемся. И в этом ряду уже я буду выполнять полностью распределение на узор и для реглана. Немножко расчета, как я распределяла петли для реглана. Изначально у меня 48 петель, по моему расчету, необходимо для горловины набрать. Отняла я от этих 48 петель петли регланных линий. Для регланных линий я выделила по одной петле, всего 4 петли. И также 8 петель планки, которые у меня входят в это количество петель. Кромочные 2 и 8 петель второй планки я в расчете не учитываю. Они будут набираться дополнительно. Итак, 48 минус 4 регланных линий, петли регланных линий и минус 8 петель планки, остается у меня 36 петель. Эти 36 петель я делю на 6 частей. И получается, что на рукава я отдаю по одной части, это 6 петель, на спинку 2 части и наперед также 2 части. Спинка 12, полочки по 6 петель. Также я буду провязывать росток. В ростке у меня будет 4 разворота по, вернее, 2 разворота по рукавам. И это займет 4 ряда. Поэтому мне необходимо произвести корректировку петель переда и спинки при вывязывании ростка. Для этого мне нужно от петель спинки отнять 2 петли, а к петлям переда прибавить 2 петли. В результате у меня получится, что на спинку у меня уходит 10 петель, а на полочке переда по 7 петель. Также я буду вывязывать углубление по горловине. Оно будет уже выполняться после ростка. И здесь я буду за 4 точки разворота, за 8 рядов провязывать укороченные ряды. И таким образом получу углубление по горловине. Что же касается узора, то я решила распределить вот таким образом свои петли. Значит, на спинке у меня будут
после регланной линии 2 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. По рукавам будут изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, а перед от планки в одну и в другую сторону 4 лицевые, изнаночная, 2 лицевые до регланной линии. Вот так. Я приготовила 8 вот таких нитяных маркеров для того, чтобы удобно было различать петли регланных линий. Для начала в первом ряду я провяжу первую петлю лицевой. Во всех последующих рядах я буду первую петлю снимать, не провязывая. Дальше у меня идет 8 петель планки. Я их вяжу следующим образом: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, 9 петель, то есть 8 петель планки кромочной я провязала. Дальше у меня начинаются петли передней полочки. По моему рисунку у меня идут 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 лицевые, изнаночная, далее 2 лицевые, 1, 2. Следующая петля у меня кромочная. Я вешаю перед ней маркер. Точнее, сначала делаю накид, провязываю петлю регланной линии. Делаю накид, вешаю маркер, провязываю петлю регланной линии лицевой, вешаю маркер, снова делаю накид. Дальше у меня идут петли рукава. Здесь у меня 6 петель, 1 изнаночная, 1, 2, 3, 4 лицевые, 1 изнаночная. Вешаю маркер, делаю накид, петлю регланной линии провязываю лицевой, вешаю маркер, делаю накид и петли спинки: 2 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые. Делаю накид, вешаю маркер, петлю регланной линии провязываю лицевой, вешаю маркер, делаю накид и следующий рукав. Здесь у меня изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, делаю накид, вешаю маркер, петлю регланной линии провязываю лицевой, снова делаю, вешаю маркер, делаю накид, и осталась у меня вторая полочка. Вот так, здесь 2 лицевые, 1 изнаночная и 4 лицевые, 3, 4. А теперь необходимо добрать 9 петель для планки с этой стороны. Точно так же я воспользуюсь крючком. Последнюю петлю переснимаю на крючок, набрасываю нить на спицу, подхватываю крючком и протягиваю через петлю на крючке. Таким образом набираю 9 петель. Петлю с крючка также возвращаю на спицу. Теперь изнаночный ряд. Первую петлю в этом ряду я также провяжу лицевой.
Потом буду всегда снимать кромочную. Дальше у меня 8 петель планки, так как это изнаночный ряд, то здесь они вяжутся изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, и еще раз изнаночная, лицевая. Так, 9 петель провязала. Дальше у меня идут петли основного узора. И здесь я их вяжу все петли изнаночные. Накиды, которые у меня возле петель регланной линии, я буду провязывать таким образом, чтобы с лица они ложились в стороны от регланной линии вправо и влево. Для этого мне необходимо накид вот этот перед регланной линией провязать изнаночной за заднюю стеночку, петлю регланной линии также изнаночной, а здесь мне необходимо развернуть петлю вот таким вот такое положение, чтобы левая стенка была у меня впереди, и за переднюю стеночку подхватываю и провязываю изнаночной, и дальше вяжу точно так же все изнаночными. Вот, а накиды, вот первый накид за заднюю стеночку провязываю, а второй накид разворачиваю левой стенкой к себе и провязываю за переднюю стеночку. Петли планки я провязываю по рисунку. Вот если петля лежит лицевой, то я ее вяжу лицевой. Если петля изнаночная, я вяжу ее изнаночной. Кромочную провязываю изнаночной. Так, разворачиваясь, и в следующем ряду начинается вывязывание ростка. Росток будет небольшой, всего 4 ряда. Итак, в первом ряду провязываем следующим образом. Первую петлю снимаю, дальше у меня идет планка, лицевая, 8 петель, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше полочка. Здесь у меня уже по рисунку идет 1, 2, 3, 4 лицевые, 1 изнаночная, 1, 2, 3 лицевые. Перед регланом делаю накид, снимаю маркер, провязываю петлю регланной линии лицевой, снимаю маркер и делаю накид. Дальше смотрю по рисунку, как у меня идут петли: лицевая, изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная и лицевая. Снова накид, снимаю маркер. Так, петля регланной линии лицевой, переснимаю маркер, делаю накид. И теперь петли спинки, подстраиваю их в узор. Вот смотрите, у меня изнаночная, здесь 3 лицевые. Значит, я провязываю 3 лицевые, изнаночная, изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная. Теперь 3 лицевые, накид, переснимаю маркер, петля регланной линии лицевой, переснимаю маркер, делаю накид. И теперь у меня петли рукава, и здесь я должна сделать 2 разворота. Значит, первая петля у меня это из предыдущего раза накид, я провязываю его по рисунку лицевой. И теперь 2 петли мне нужно провязать по рисунку точно так же, изнаночная, лицевая. Смотрите, осталось у меня вот накид от предыдущего ряда и 4 петли рукава. Разворачиваюсь и вяжу в обратную сторону изнаночный ряд. В изнаночном ряду у меня все петли изнаночные по рисунку. Первую петлю я переснимаю, просто не провязывая, и подтягивая
рабочую нить от себя, формирую вот такую сдвоенную петлю и вяжу все петли изнаночные. Накид я провязываю перед регланной линией за заднюю стеночку. Так, переснимаю маркер. А второй накид нужно вот так развернуть петлю левой стенкой к себе и за переднюю стенку провязать изнаночной. И дальше вяжу все петли изнаночные полностью до маркера вот этого на спинке перед рукавом. Я дошла до маркера на спинке. Вот регланную линию провязываю, переснимаю маркер. И дальше у меня уже идут петли рукава, и здесь у меня уже 2 накида. Этот накид я разворачиваю, провязываю изнаночной за переднюю стеночку вот таким образом. И второй накид также провязываю изнаночной. И теперь мне нужно провязать еще 2 петли изнаночными. И здесь у меня остается уже накид от предыдущего раза и 5 петель. Разворачиваюсь. Ну да, все правильно. Разворачиваюсь и точно так же вяжу в обратную сторону, не довязывая вот эти оставшиеся петли. Первую петлю рукава просто переснимаю на спицу и, подтягивая рабочую ниточку на себя, формирую снова таки сдвоенную петлю. И теперь вяжу в соответствии с узором. Смотрите, это у меня должна петля быть изнаночная. В лицевых рядах она у меня изнаночная. Я провязываю ее изнаночной. Дальше вяжу 2 лицевые петли. Делаю накид перед регланной линией. Переснимаю маркер. Петлю регланной линии. После петли регланной линии тоже делаю накид. И теперь смотрю по узору, что у меня тут должно быть. 4 лицевых еще. Так, вяжу 4 лицевые. 1 изнаночная. 4 лицевые, 1 изнаночная. 4 лицевые. Делаю накид. Переснимаю маркер. Провязываю петлю регланной линии, снова маркер, делаю накид. И теперь уже у меня петли рукава. Здесь у меня 2 лицевые, 1 изнаночная. И вот видите, у меня вот сразу же тут видно, что это сдвоенная петля. По рисунку я должна ее провязать лицевой. Здесь нужно подхватить все ниточки аккуратненько и провязать петлю лицевой вот таким образом. А также провязать 2 следующие петли, также лицевые они у меня, и развернуть вязание. И вязать в обратную сторону. Снова эту петельку я снимаю первую и подтягиваю рабочую ниточку от себя, формирую сдвоенную петлю. И теперь вяжу все петли изнаночные. Так как раппорт узора у меня в изнаночных рядах, все петли изнаночные. Так, петли рукава провязала, теперь петли спинки. Также вяжу все изнаночные. Не забываем про накиды за заднюю стеночку, а второй накид развернуть и за переднюю стеночку изнаночным. Так, я дошла, вот у меня петли рукава, вяжу все петли изнаночные, 1, 2, 3. И видите, сдвоенная петля, вот ее сразу видно, ее пропустить невозможно. Ее нужно провязать изнаночной за заднюю стеночку. Тут тоже у меня, видите, так аж 2 стеночки, поэтому я аккуратненько, подхватывая все ниточки, провязываю изнаночной за заднюю стенку. И также изнаночной провязываю 2 следующие петли и разворачиваю свое вязание. Снимаю первую, вяжу теперь лицевой ряд, снимаю первую петлю, подтягиваю за рабочую нить на себя, формируя сдвоенную петлю,
И вяжу, соблюдая рисунок. 2 лицевые, 1 изнаночная, 1, 2, 3 лицевые, накид, маркер, петля регланной линии, маркер, снова накид. Здесь уже смотрим изнаночная, 4 лицевых, значит это уже должна быть изнаночная. Провязываем ее изнаночной, 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная, накид, маркер, петля регланной линии, лицевой, маркер переснимаю, делаю накид. Здесь смотрим, еще у меня лицевые, 1, 2, 3, это уже петли рукава идут, изнаночная, 2 лицевые, и вот у меня сдвоенная петля. Итак, я дошла вот до сдвоенной петли, мне нужно провязать ее лицевой, аккуратненько подхватывая все ниточки, провязываю лицевой. Все, я закончила вывязывание ростка. Дальше мне нужно формировать углубление горловины по передней части. Для этого я продолжаю довязывать рукав, петли рукава. Смотрю по рисунку, здесь у меня уже вот лицевая, потом изнаночная, лицевая. Делаю накид перед петлей регланной линии, переснимаю маркер, лицевой, регланную линию, накид. И здесь у меня уже вот 2 накида появилось в течение вязания. Я провязываю их по рисунку. Изнаночная, лицевая. И это будет первая точка разворота. Развернулась. И буду вязать по изнаночной стороне. Точно так же, как и росток. Первую петлю снимаю, подтягивая за рабочую нить от себя, формируя сдвоенную петлю. И дальше все петли вяжу изнаночными. Накиды также провязываю изнаночными. И так буду вязать до сдвоенной петли. Вот она на рукаве. Вот моя сдвоенная петля. Я провязываю ее изнаночной со задней стеночки. И дальше вяжу до маркера все петли изнаночной. Вот у меня накид перед петлей регланной линии. Вяжу его изнаночной. Регланную линию также вяжу изнаночной. И теперь у меня петли переда. Накид провязываю изнаночной за переднюю стенку. И здесь у меня было провязано больше рядов, поэтому я вяжу 2 изнаночные. В конце у меня должно остаться 9 петель планки, 9 и 6 петель полочки, 6. Все, разворачиваю вязание и буду вязать укороченный ряд в другую сторону. Сейчас вы можете проверить количество петель по рукавам. У меня это 12 петель, 2, 4, 6, 8, 10, 12. И с этой стороны 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, продолжаю вывязывать углубление для горловины. Первую петлю снимаю, натягиваю ниточку рабочую на себя, формирую сдвоенную петлю и вяжу по рисунку 4, по рисунку все петли до сдвоенной петли по передней части моего комбинезона. Не забывайте также выполнять накиды у регланных линий. Они должны выполняться в каждом лицевом ряду. Так, вот регланная линия полочки передней. Передней после нее я сделала накид. И теперь вяжу 1, 1 лицевая,
Здесь у меня почему-то была провязана изнаночной, но это ошибка, я сейчас исправлю. Здесь должна быть тоже лицевая. Так, 2 лицевые, и вот у меня сдвоенная петля. Вот по рисунку у меня изнаночная, здесь 2 лицевые, и эти тоже должны быть 2 лицевые. Итак, сдвоенная петля, я провязываю ее лицевой, и после нее по моей схеме я еще одну петлю вяжу лицевой и разворачиваюсь. Теперь изнаночный ряд, все петли вяжу изнаночные, первую петлю переснимаю, подтягиваю рабочую нить от себя, формирую сдвоенную петлю и вяжу все петли изнаночные до сдвоенной петли на этой полочке. Итак, петли переда вяжу все изнаночные до сдвоенной петли. Вот моя сдвоенная петля, провязываю ее изнаночной и вторую петлю также провязываю изнаночной. Вот у меня по схеме я должна прибавить 3 раза по одной петле и 2 раза по 2 петли. Вернее, не прибавить, а провязать 3 раза по одной, 3 раза и 2 раза по 2. Одну я провязала одну петлю, теперь вторую одну петлю. Еще один раз мне по одной петле провязать, а затем 2 раза по 2. Итак, развернулась, пересняла петлю на спицу, подтянула за рабочую нить, сформировала сдвоенную петлю и теперь вяжу по рисунку. Здесь главное не запутаться. Вот у меня изнаночная, 2, 3, 4 лицевых. Так как петли добавляются, их необходимо включать в рисунок. 1, 2, 3, 4 лицевых. И вот эта уже петля должна быть изнаночная. Делаю накид, петля регланной линии. Здесь также делаю накид. Вот у меня изнаночная, здесь 3 лицевых. Так, 1, 2, 3 лицевые, изнаночная. 1, 2, 3, 4 лицевые, изнаночная. 1, 2, 3, 4 лицевые, изнаночная. И перед регланной линией накид, не забываем, петлю регланной линии лицевой, снова накид. Так, здесь у меня вот изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, 1 изнаночная, снова 4 лицевые, так, накид, петлю регланной линии лицевой, накид. Здесь у меня изнаночная, 1, 2, 3, 4. Получается, вот это уже у меня изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, петля регланной линии. Так, петля регланной линии лицевой, маркер. Здесь у меня снова накид и смотрим по рисунку. Вот у меня изнаночная, 1, 2, 3, 4. Это уже петля изнаночная, 1, 2, 3 и 4 это сдвоенная петля, я провязываю ее лицевой, а следующую петлю провязываю изнаночной. Это уже 3-я петля из нужных мне. Вот 2, 3. Здесь я все правильно. Здесь я разворачиваюсь и вяжу в обратную сторону все петли изнаночные. Первую снимаю, подтягиваю за рабочую нить на себя, формируя сдвоенную петлю, и вяжу все петли изнаночные до сдвоенной петли вот здесь вот на передней полочке с этой стороны.
Итак, я дошла вот до сдвоенной петли, провязываю ее изнаночной за задней стеночки, аккуратненько подхватывая все петли. И тут мне тоже нужно будет последний раз добавить одну петлю. Вот я провязываю одну петлю, разворачиваюсь и вяжу лицевой ряд до сдвоенной петли с этой стороны полочки. И здесь я в конце уже буду подхватывать 2 петли. Напомню вам, что первую снимаю, подтягиваю рабочую нить на себя, формируя сдвоенную петлю. Дальше вяжу, смотря чтобы мои петли попадали в рисунок. И вяжу до сдвоенной петли. И также делаю накиды у регланных линий. Итак, вот моя сдвоенная петля. По рисунку она у меня должна быть провязываться изнаночной. Провязываю я ее изнаночной. И вяжу следующие 2 петли лицевыми. Снова разворачиваюсь. Вяжу изнаночный ряд. Первую петлю переснимаю. Подтягиваю рабочую нить, формируя сдвоенную петлю. И вяжу дальше все петли изнаночной до сдвоенной петли на этой полочке, на этой стороне переда. Так, вот моя сдвоенная петля, провязываю ее изнаночной со задней стенки, и следующие 2 петли также провязываю изнаночной, разворачиваюсь и следующий ряд вяжу лицевыми, ну, по рисунку. Первую петлю снимаю, подтягиваю на себя, формируя сдвоенную петлю, и теперь смотрю, чтобы у меня петли ложились по рисунку. Вот лицевая, изнаночная и так далее, соблюдая рисунок, и делаю накиды у регланных линий. Вяжу до сдвоенных петель с этой стороны переда. Вот я дошла до сдвоенных петель, также провязываю их лицевыми, подхватывая все петельки, и теперь вяжу до конца ряда 2 лицевые и петли планки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Это 6, 7, 8. И кромочную провязываю изнаночной. Так, и теперь осталось мне провязать последний ряд углубления и выполнить углубление по горловине. Немножко, конечно, это муторно, но я думаю, что все справятся. Итак, первый ряд, первую петлю кромочную снимаю, дальше вяжу петли планки, лицевая, изнаночная, 8 петель. Наоборот, изнаночная, лицевая, это изнаночный ряд, поэтому вяжу изнаночная, лицевая. И теперь вяжу все петли изнаночные, включая накиды, до сдвоенной петли вот здесь, вот с этой стороны переда. Вот я дошла до сдвоенной петли, провязываю ее изнаночной за задние стеночки и довязываю до конца ряда 2 изнаночные. И теперь 8 петель планки, лицевая, изнаночная, кромочную провязываю изнаночной. И на этом закончили вывязывать росток и вывязывать углубление для горловины. Можно пересчитать петли передних планок и петли рукавов, чтобы все было одинаково. Вот так выглядит вязание на данный момент. Ну, углубление по горловине, наверное, не слишком хорошо, ну, хотя видно. Вот оно таким треугольничком. Ну, а росток, конечно же, это разница между высотой переда и высотой спинки. Вот. А вот углубление по горловине, как выглядит. Вот такой треугольничек. Пересчитаю петли: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. И с этой стороны 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Петли рукава также должны быть одинаковые: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20. И с этой стороны 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Да, все правильно, нигде не ошиблась.